недвижимости. Перед вами карта города Харькова в разрезе административных районов. Здесь мы, друзья, видим социальное жилье. И что бросается в глаза, что наибольше всего с какого-то перепуга, друзья, не ругайте меня за это слово, пишите, что это слово паразит. Я сознательно его применяю. Почему? Потому что по-другому я это явление не могу охарактеризовать. Итак, индустриальный, тем более индустриальный район. Стоимость поднялась за месяц 0,91%. Напомню вам, откуда у меня статистические данные. Многие задают этот вопрос. А не гадаешь ли ты, дружище, на кофейной гуще? Нет. Я вам показывал, что выборка составила 38 тысяч объектов жилой недвижимости, которые участвовали. Еще раз покажу. Вот смотрите здесь. В выборке участвует 38 тысяч объектов жилой недвижимости. Это первичный и вторичный рынок, друзья. Это репрезентативная выборка. Собираю я эти данные с помощью программного обеспечения, которое называется Olymp News. На него у меня есть патент и, соответственно, авторское право. Поэтому, друзья, я работаю с большими цифрами, и именно через призму этих больших цифр совершенно точно могу фиксировать состояние рынка на сегодняшний день. Ну, о прогнозах будем говорить чуть позднее. Итак, мы, еще раз повторюсь, индустриальный район показал наибольший рост, плюс 0,91%. Дальше мы видим, что наименьше всего подешевела недвижимость, друзья, в Шевченковском районе, плюс 0,73%. Переходим к следующему слайду, разберемся, что произошло с недвижимостью в течение 4 года и сколько там, 8 месяцев. Этот слайд появился благодаря вам, вы мне задавали эти вопросы. Ну вот я и вам, так сказать, провел исследование длиною в 4 года, 8 месяцев. Война началась в 2022 году, в феврале месяце, 24 февраля. Ну, естественно, здесь я сделал исследование поквартальное, то есть март месяц 2022 год, самый большой класс рынка недвижимости, класс социальное жилье. Итак, $682 за квадратный метр мы видим класс социальное жилье, начало войны. Первый год войны стоимость снизилась порядка 9%. Посмотреть, реперные точки есть, пересчитать можете. Второй год войны практически ничего не произошло, стоимость не менялась. Третий год войны мы видели наихудшее состояние рынка недвижимости, где-то порядка 13% было снижение. Четвертый год войны, друзья, о чудо, рынок недвижимости стал, ну, у меня не повернется слово, восстанавливаться, то есть рост стоимости квадратного метра была очевидна в 2025 году, что и продолжается также в 2026 году. Сегодня у нас 7-й месяц, друзья. Но в целом, если посчитать, что произошло за весь период войны, внизу экселевские, это Excel таблица, она и посчитала за нас. Сравнивая март 2022 год, это $682, и июль 2026 года, это $600, мы видим снижение 12,02%. То есть снижение на протяжении всего периода войны присутствует. А вот эти колебательные процессы год от года, мы видим, рынок ведет себя по-разному, но не так, как говорят риэлторы. Все пропало, все пропало. В начале войны они говорили, рынок недвижимости обрушился на 70%. Сейчас спросите любого знакомого риэлтора, они вам расскажут, что все выросло в 2-3 раза. Ну, кто что гораздо, в общем, да. Фантазии там просто это самое. Все не перечислить их. Итак, переходим. Опять же, от этой общей картинки того, что произошло с недвижимостью. Вы знаете, за период войны недвижимость все-таки подешевела. Дальше, друзья, быстро поговорим об аренде. Внизу красный шрифт. Аренда, долгосрочная аренда. Сравнивал я первый квартал 2026 года со вторым кварталом 2026 года. И, друзья, здесь чудо, рост за квартал 2,71%. На самом деле об аренде поговорим чуть позже. Разберемся, почему это на самом деле не чудо. Объяснение этому есть, что при фронтовом городе растет аренда. Вот почему растет стоимость квадратного метра, для меня это загадка или чудо. А вот здесь все, в общем-то, объяснимо, и об этом поговорим чуть позже.
Следующий слайд. Здесь у нас вторичный рынок. Квартиры эконом, комфорт, бизнес-класс выросли на 0,85%. Ну, почти себе на одну минутку, подумайте, выросли на почти 1%. Прифронтовой город. Хорошая история. В разрезе административных районов, друзья, вы можете посмотреть в абсолютных цифрах, цифрах стоимость квадратного метра. И увидим также в процентном соотношении, что произошло в период сравнения июнь с июлем. Следующий, друзья, слайд посвящен уже первичному рынку. Квартиры эконом-класс. Напомню вам, первичный рынок, квартиры, не сданные в эксплуатацию. И, скорее всего, в городе Харькове они также останутся не сданными в эксплуатацию. У меня вот в этом плане даже сомнений никаких нет. Никто не будет в здравом уме инвестировать в первичный рынок или же достраивать то, что не успели достроить до войны. Здесь динамика роста плюс 0,36% за месяц. Можете посмотреть стоимость квадратного метра в абсолютных цифрах по админ-районам и также рост в процентном соотношении по административным районам. Следующий у нас, друзья, слайд посвящен первичному рынку комфорт бизнес-класс квартиры. Здесь также наблюдаем рост плюс 0,57%. В абсолютных цифрах стоимость квадратного метра можете посмотреть по административным районам и рост в процентном соотношении. Ну и последний слайд, посвященный колебательным процессам длиною в 1 месяц. Здесь мы видим квартиры элитного класса. Что видим? Данный класс показал рост 0,39% за месяц. Единственное, что обращу ваше внимание, что всего лишь квартиры элитного класса компании-застройщики строят в ограниченных локациях. Это Киевский, ну это центральная часть города, и Шевченковский. Разница между стоимостью квадратного метра одного и того же класса жилья элитного также наблюдается, и вы это можете прочитать. Друзья, переходим к следующему слайду. Здесь мы будем